Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Сталик Хамкишиев. Это программа о вкусной и здоровой пище. Скажите, пожалуйста, а вы пробовали когда-нибудь приготовить плов и опубликовать отчет в соцсетях? Тогда вы наверняка знакомы со словом «шавля», при помощи которого завистливые комментаторы стараются принизить результаты вашего труда. Такое иногда говорят даже и о моих пловах. Кто-то говорит «шавля», кто-то говорит «каша». Но я скажу вам, где настоящая каша. Настоящая каша в голове у тех, кто не понимает, что такое настоящая шавля. Я знаю, о чем говорю. Я жил рядом с городом Маргелан, где еще живы старые традиции, где люди умеют очень вкусно поесть. Уж поверьте мне. Но на весь Маргелан был всего один мастер по приготовлению шавли. Ну, в смысле, дома-то шавлю каждый мог приготовить. Но мастер-повар, которого стоило позвать на праздник, чтобы он приготовил шавлю, был один на весь город. Причем мне с ним встретиться ни разу не удалось. Сколько раз я к нему домой не приходил, он всегда был где-то занят. Потому что в Маргелане живут люди, которые знают, что хорошая шавля порой стоит 10 обычных пловов. Порой я ловлю себя на мысли, что испытываю ностальгию по временам, в которых я и не жил. Лет на 5, на 10 раньше того времени, когда я родился. О 50-х годах, ну, может быть, в крайнем случае, о начале 60-х. Тогда все было проще и честнее. И музыка, и одежда, и отношения между людьми, и настроение к жизни. Вот даже вино и еда были тогда честнее и проще. Но с наступлением 60-х все начало исчезать просто на глазах. Все начало подмениваться модным. Вот и шавля именно в то время почти что исчезла с нашего стола. Ну, понимаете, не могли молодые люди в модных темных очках, в белых наглаженных рубашках, в узких брюках есть прилюдно шавлю. Дома-то у мамы они продолжали есть и шавлю, и другие простые народные блюда. Но друг перед другом ни в коем случае. И вот я скучаю о шавле, которую мы потеряли. Смотрите, из чего ее готовили. Выбор продуктов и их количество определялось ценой на эти продукты и их доступностью. Мясо – самое дорогое, что есть в шавле. Вот такому жирненькому, с прожилками, ароматному был бы любой рад. Но, к сожалению, мясо было не всегда, поэтому очень часто шавлю готовили вовсе без мяса. Я об этом точно знаю от старых людей. Лук, морковка росли на грядке, поэтому их клали побольше. И это именно в шавлю можно положить лука практически столько же, сколько моркови. Я беру грамм 600-700 лука. Летом в шавлю добавляли помидоры. Ну, можно положить грамм 300-400. А зимой, когда помидоры были слишком дороги, либо их вообще не было, клали курагу. И очень часто готовили шавлю без мяса, но с курагой. Полусладкую шавлю. Масло было покупное, поэтому масло старались экономить. Брали его грамм 200, и это на большой казан шавли. Пока греется масло, обрати внимание на мясо. Мясо не просто так варится. Во-первых, оно должно свариться хорошо, стать очень мягким. А во-вторых, должен образоваться очень вкусный бульон, который мне необходим для приготовления моей авторской шавли. Такую еще никто не пробовал. Чтобы бульон получился вкусным, ароматным, заложим в него немного морковки, луковицу, лавровый лист, гвоздику, черный перец. Одним словом, все как обычно. Лук я опускаю в шелухе. Шелуха придаст бульону красивый цвет. А лавровый листик, несколько бутончиков гвоздики, немного перца горошком придадут какой надо аромат нашему бульону. А почему бы и нет? Масло хорошо нагрелось, и я обжариваю в нем лук. В
прежние времена, когда готовили преимущественно на хлопковом масле, это слово «хлопковое» мы произносили именно с таким ударением. В масле вначале прожаривалась луковица целиком. Для того, чтобы якобы удалить из этого масла какие-то вредные вещества, а сейчас мы прожариваем лук как следует, для того, чтобы придать маслу тот самый аромат, характерный для узбекской кухни. Если после обеда, скажем так, ближе к вечеру, возвращаться после работы, да не напрямки, а через кишлак, то практически из каждого дома доносился вот такой запах. От степени, от глубины прожарки лука зависел и запах, и вкус блюда, и даже цвет, скажем, будущего плова, либо шавли. Ведь мы сегодня готовим не плов, мы сегодня готовим именно шавлю. Причем для этой шавли мясо я буду готовить отдельно. Если бы я готовил вместе с мясом, то его следовало бы опустить сейчас, порезать помельче и обжарить очень сильно, очень хорошо, до уверенной румяной корочки. Но я хочу предложить другой способ приготовления мяса. Возможно, он вам понравится даже больше. Мясо уже почти что сварилось, и бульон получился на удивление роскошным. Полюбуйтесь, пожалуйста. И лук обжарился примерно так, как мне хотелось бы. Сильнее жарить не хочу. Нет, будет изжога, будет горчинка. Не надо. Опускайте морковь. Обжаривайте морковь до появления уверенного пловного запаха. Однако мясо, которое практически сварилось в воде, необходимо вынуть и дать ему немного остыть. Знаете, мясо снаружи горячее, тепло еще проникает во внутренние слои, так что даже вот здесь, на подносе, оно будет продолжать готовиться. И неважно, готовите вы с мясом или без мяса, по моему методу. Именно сейчас, прямо в лук и морковь, опускаем рис, не промывая его, если он чистый. Тот крахмал, который содержится на поверхности риса, нам нужен. Нам нужен для образования того самого клейстера, с которым мы так боремся, когда готовим плов. Итак, засыпаем рис и обжариваем рис. Тот прием, который мне предлагают начинающие любители плова, они говорят, давайте обжарим рис сразу с самого начала с маслом, он получится рассыпчатым. Нет. Наоборот, если обжарить сухой еще рис с самого начала, он получается не рассыпчатым, а он дает ту самую клейкость, которая так необходима что в ризотто, что в шавле, которую мы сегодня с вами и готовим. Перемешиваем. Необходимо, чтобы каждая рисинка прогрелась, чтобы каждая рисинка покрылась слоем масла, очень ароматного масла, маслом, от которого уже пахнет жареным луком, жареной морковью, одним словом, пахнет пловом. Полюбуйтесь, каким полупрозрачным, очень красивым стал рис. И он начинает потрескивать. Самое время добавить какую-то жидкость. Многие любители, начинающие любители плова, предлагают мне, а что если добавить томат, либо помидоры в плов? Послушайте, помидоры в Узбекистане давным-давно растут. И узбеки это такой народ, что если бы в плов было хорошо добавлять помидоры, они бы давно помидоры начали добавлять. Но тем не менее, этого до сих пор не случилось. Помидоры в плове неуместны. А вот в шавле уместно что томатная паста, что помидоры. Протертые помидоры, которые я прямо сейчас добавляю в рис. Да, по итальянскому принципу ризотто. Там тоже добавляется что-то кислое, например, вино. Слышите, какое шипение? Понимаете, до какой степени был нагрет рис? Вот так. Перемешиваем очень активно, для того, чтобы помидоры вместе с рисом еще раз прожарились, для того, чтобы пошел запах не сырых, а уже почти что готовых помидоров. И вот теперь, в этот момент, многие наливают просто воду. Можно воду, можно кипяток, можно холодную воду, неважно. А я хочу долить бульон. Я же знаю, что люди пишут. Все люди пишут, а нельзя ли в плов добавить бульон, ведь будет еще вкуснее. В плов не надо. Из-за бульона рис станет более клейким. А в шавлю можно. В
шавлю я добавляю сразу, с самого начала, буквально 4 половничка бульона и перемешиваем. Не забываем перемешивать. От шавли отойти нельзя. Постоянно надо перемешивать. Огонь уже можно убавить, пусть все побулькивает не спеша. Впрочем, разогретый рис так хотел пить, что он уже выпил этот бульон. Доливаем следующие 2 половника бульона. Все точно так же, как в ризотто, которое мы с вами недавно готовили. И я вас уверяю, ризотто – это одно блюдо, а шавля, которое у нас сегодня получится, это другое блюдо. У каждого из этих великих блюд остается свой национальный характер. Ждем, пока рис впитает этот бульон, но не тратим время зря. Начинаем нарезать мясо. Мясо-то съесть надо. Мясо у нас не соленое, бульон тоже не соленый, плов еще не соленый, точнее шавля. Мы сейчас все посолим. Но для начала я нарежу мясо такими ломтиками, чтобы его было удобно есть. Посмотрите, полюбуйтесь, каким сочным получилось мясо. Это больше килограмма мяса. Чтобы это мясо было вкусным, необходимо взять чуть меньше столовой ложки соли, как минимум. Для того, чтобы это мясо сделать ароматным, понадобится стандартный набор приправ. Немного черного перца, немного зиры, немного кориандра. Все это необходимо перемешать и обсыпать этой смесью мясо, как панировкой. Пусть соль и специи пропитывают мясо, а нам нельзя забывать о шавле. Шавлю тоже необходимо посолить. Здесь почти что 2 килограмма риса. И я вам должен сказать, что на 2 килограмма риса понадобится 2 столовые ложки, даже с небольшими горками, для того, чтобы шавля получилась вкусной. Знаете, это еще не весь рис. Он еще увеличится в объеме. Он выпьет весь этот бульон. А бульона у нас здесь почти что 4 литра. Рис слеживается комками. Необходимо разбивать эти комки. Необходимо, чтобы каждая рисинка была погружена в бульон. Необходимо, чтобы рис не просто переварился, а для того, чтобы он разварился по поверхности, выделил наружу крахмал, но внутри остался довольно упругим. Примерно таким же, как в хорошем плове. Сковородка. А на сковородке немного до белого дымка нагрето масло. Опускаем мясо порциями, для того, чтобы мясо обжарилось и получило хорошую, уверенную корочку. Те, кто читали мою первую книгу, которая называется «Казан, мангал и другие мужские удовольствия», наверняка вспомнят блюдо, которое называется джиз. Я очень люблю это блюдо. Раньше часто его готовил, а вот сегодня вспомнил. И мне показалось, что мясо, приготовленное методом, как для блюда джиз, очень хорошо подойдет для шавли. Посмотрите, мясо обжаривается буквально на ваших глазах. Оно сварено, и теперь ему только осталось покраснеть, зарумяниться, получить аппетитный вид. Посмотрите, мясо ведь было отварное, его уже можно есть. А кроме того, здесь соль, здесь сейчас срабатывают специи, и мясо приобретает особый, уникальный вкус. Буквально 2-3 минутки на сковороде, и первая партия мяса готова. Пусть масло стечет в одну сторону, а сухое, не слишком промасленное мясо перекладываем на блюдо. В начале этого сюжета я рассказывал вам о маргеланском мастере, который готовил уникальную шавлю, говоря, что он в шавлю добавлял печень, сердце, почки, одним словом, все внутренности. Если бы я был тем маргеланским мастером, то я приготовил бы печень сейчас, здесь, на сковородке, так, как готовится азербайджанский джиз-быз, так, как готовится печень по очень простым рецептам, и украсил бы идеально приготовленной печенью и прочими внутренностями уже готовую шавлю. Пусть мясо обжаривается, а нам необходимо еще пару раз долить бульон в рис. Обратили внимание, что бульон у меня не горячий, но и не холодный. И в казане кипит так, чтобы не очень. Знаете почему? Дело в том, что я знаю, при какой температуре из крахмала и воды образуется клейстер. Это температура в районе 80-85 градусов. Именно при такой температуре, за счет постоянного подливания
не слишком горячего бульона у меня сейчас и готовится рис. И посмотрите, каждая рисинка уже окружена крахмалом, который из нее выделился. Но вот я точно знаю, что этот рис готовится довольно долго. Он еще жесткий. Ему еще, на самом деле, готовится и готовится. Так что пойдем обратно к мясу. Вот некоторые ребята думают, что чем дольше готовишь мясо, тем оно лучше и вкуснее получится. Нет. Идеальным, очень вкусное мясо получается тогда, когда оно приготовлено в меру. Чтобы там было еще что пожевать, но при этом, чтобы на мясе уже образовалась хорошая, очень вкусная корочка. Здесь это самая реакция, как ее? Реакция Майерда уже произошла. Все уже случилось. Снимаем мясо. Мясо у нас готово. Осталось только подумать о том, как подают шавлю. Я сейчас вам все расскажу. Знаете, некоторые любят подавать шавлю вот такой, прям почти что как очень густой суп. Но если рис оставить в казане в таком большом объеме, будучи горячим, он продолжит впитывать всю влагу из окружающего пространства. И он сам себя доготовит. Он снова станет рассыпчатым. Поэтому шавлю подают на большом плоском блюде. Шавлю никогда не накладывают горкой. Шавлю надо накладывать максимум на 2 пальца, на пол ложки. А еще очень часто меня спрашивают, нельзя ли добавить красный перец, паприку, либо острый в плов. В плов нет, не надо. А вот в шавлю можно. Тем более в мальчуковую шавлю, в мужскую шавлю добавим, перемешаем, цвет еще краше станет, аромат будет еще лучше. И аппетит будет такой, что начнешь кушать, не остановишься. Знаете, что я вам советую? Запаситесь блюдами, запаситесь большими блюдами. Потому что вот такое большое блюдо, это на двоих. Я ведь уже говорил вам, что шавлю никогда не накладывают горкой. Шавлю всегда раскладывают тонким слоем. Надо, чтобы шавля скорее остыла. Ну, не совсем остыла, а остыла до той температуры, при которой рис перестает впитывать влагу. Чтобы шавля осталась шавлей. Чтобы шавля не превратилась в плохой плов. Если кто-то думает, что шавля – это испорченный плов, он сильно ошибается. Шавля – это старшая сестра плова. Шавля – это еда, которая никогда не подведет. Шавлю обычно подают с луком. Но не так, чтобы шавля отдельно, а лук отдельно. Нет. Я раньше видел, тонко порезанным луком всю шавлю засыпали. И мало того, что луком засыпали, так этот лук еще поливали уксусом. Знаете, в Узбекистане традиция изготовления хорошего уксуса есть жива. Старики иногда с собой носят небольшие пузырьки уксуса, который выдержан 25 лет, 30 лет. Виноград растет? Растет. Вино делать нельзя? Нельзя. Что можно сделать из винограда? Уксус. Уксус, который помогает пищеварению. И лук помогает пищеварению. А шавля такое блюдо, которое едят обычно помногу, потому что хорошая шавля сегодня это большая редкость. Дорогие мои, я от всей души желаю вам успешного освоения национальных, народных кухонь. Это наше достояние, это наше наследство, которое осталось от прежних времен. Следует его беречь и следует, подавая такую еду своим родным, близким, друзьям, желать друг другу приятного аппетита!
Дорогие друзья, я очень люблю свою работу. Многие познакомились со мной именно в качестве телеведущего. Я много лет работал на телеканале НТВ, теперь работаю на телеканале РЕН-ТВ, веду блог в интернете. Но моя главная работа, главный труд моей жизни – это мои кулинарные книги. Видите, сколько я их успел написать? И не скрою, пишу еще, делаю следующую работу, следующий шаг. В свое время, после выхода моей первой книги, которая называлась «Казан, мангал и другие мужские удовольствия», издатели стали наседать на меня. А когда же ты напишешь следующую книгу? И для этого я поехал в Азербайджан, чтобы, так сказать, сверить часы с азербайджанской кухней, с которой я, разумеется, был знаком, поскольку являюсь этническим азербайджанцем. На основании того моего кулинарного путешествия, той моей кулинарной экспедиции, я издал 2 книги. Одна из них называется «Казан, баран», и теперь она называется «И новые кулинарные удовольствия». Первый вариант этой книги был издан в 2010 году, и он назывался «Казан, баран и Дастархан». В прошлом году я обновил эту книгу на 60%. Дело в том, что я тщательно слежу, что люди готовят по моим рецептам. И те рецепты, которые не пользовались популярностью, по которым люди не готовили, я исключил из этой книги. Я обновил фотографии, я обновил тексты. И в результате получил, можно сказать, новую книгу, которая, еще раз повторяю, называется «Казан, баран и новые кулинарные удовольствия». Это книга о приготовлении баранины в самых разных видах. Баран – удивительное животное. Не будь у нас барана, наверное, история Евразии была бы другой. Бараны и кони вместе с людьми сделали историю этого континента такой, какая она состоялась. В этой книге я рассказываю о том, какие части баранины пригодны для одного использования, какие части бараньей туши лучше варить, какие жарить, какие тушить, какие можно запекать. Одним словом, эта книга достаточно серьезное исследование, серьезный труд. Все начинается с того, как использовать, как разделить душу. Посмотрите. Например, здесь указано определенное название, часть туши. Голяшка целиком и рулька, то есть самой нижней части ножек. Что с ними можно делать? Что можно приготовить в случае, если барашек молодой, если барашек зрелый и если барашек старый? Если барашек молодой, то можно жарить. Если барашек зрелый, то можно и варить. А если барашек старый, то, может быть, лучше потушить. Понимаете? И так по каждой части барана. Но это теория, а дальше начинается практика. Практика удивительная, основанная преимущественно на азербайджанских рецептах. А в Азербайджане баранину готовить умеют очень хорошо. Уж поверьте. Начинают, как правило, готовить с потрохов. Вот блюдо джиз-быз с картофелем. Пожалуйста. И здесь есть QR-код. Наводя ваш смартфон на QR-код, вы попадаете на ролик в интернете, на видеоролик в интернете и смотрите, как что приготовить. Хотя и здесь все расписано более чем подробно, хотя и здесь все показано, рассказано очень, так сказать, пошагово. Прям вот каждый абзац сопровождается фотографией. Понимаете? Вот кто-то, возможно, видел подобный ролик в интернете, но есть вот еще и фотографии, есть еще и тексты. И самое важное, что весь материал в этой книге тщательно структурирован. Вы не скачете с 5 на 10, как получается, когда вы смотрите видео. Вы получаете фактически учебный материал. Когда вы читаете эту книгу страница за страницей и рецепт за рецептом готовите по этой книге, вы тем самым учитесь готовить. Блюда очень интересные, очень вкусные. Блюда, которые принадлежат самым разным народам.
Вот, кстати говоря, я раскрыл здесь на странице о том, как можно построить и обустроить домашнюю кухню, эдакий храм кулинарии. Вот вроде то, что построено у меня. Одним словом, эта книга, теперь эта книга не просто развлекательное чтение, теперь эта книга учебник по кулинарии, по небольшой части кулинарии, по приготовлению баранины. Но будьте уверены, когда вы освоите эту книгу и приготовите те 40 или 50 рецептов, которые содержатся в этой книге, многие ресторанные повара будут нервно курить, когда услышат запах ваших блюд и когда посмотрят, как умело и как красиво вы научились их готовить. Мои книги, эту и любые другие, можно купить на моем сайте stalik.ru. В названии этого ролика, а также в описании к этому ролику можете прочитать, как написать слово stalik.ru. Я надеюсь, вы не совершите ни одной ошибки, приобретете книги, можно и с автографом. Книги доставляются по всей России, по большинству стран СНГ и, одним словом, везде, куда доходит почта из Москвы, из Подмосковья, откуда я шлю вам горячий привет. Спасибо за внимание.